Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко. Это мой кулинарный канал Cooking Time. Готовим сегодня очень простой, но очень вкусный и очень уютный, прям вот для зимы то, что надо, баскский пирог. Гато баск. Или, знаете, это такая ковришка с начинкой, которая традиционно делается из вишневого джема или заварного крема. Можно все это совместить, а можно использовать любую другую начинку. В общем, как всегда, огромное поле для экспериментов вам обеспечено. Следите за руками, поехали! Первым делом готовим вкуснейший ванильный заварной крем-патиссьер. Для этого нам необходимы только желтки, отделяю их от белков. Тыц. Пыц. В небольшой ковш, небольшую кастрюлю заливаю молоко. И ставлю кастрюлю-ковш на плиту. На среднем огне доводим молоко до кипения, вот прям до самых-самых первых пузырьков. Периодически помешиваем, чтобы там ничего не пригорало ни к дну, ни к стенкам. Пока молоко там взбудораживается, займемся желтками. Добавляем к ним немного сахара. Ну как немного? Крем должен получиться сладким. С помощью венчика все это перетираем, взбиваем хорошенько до такой кремовой светлой массы. Вот такая кремовая, однородная светлая масса получается. Затем добавляем туда кукурузный крахмал. Аккуратно, сначала аккуратно, чтобы крахмал не сделал вот так. Вмешиваем, а затем также превращаем в однородную кремовую массу. Крем должен быть ванильным, поэтому добавляю туда ванильный экстракт. Можно добавить стручок, но тогда нужно его предварительно разрезать, извлечь семена и вместе с семенами весь стручок отправить вместе с молоком на плиту. Если используете экстракт, то можно вот сюда вот к желткам. Тщательно экстракт вмешиваем. Затем снимаем с огня молоко, уже закипающее горячее молоко. И тонкой струйкой небольшое количество вводим в желтки, постоянно работая венчиком. Хорошенько вмешиваем. Добавляем еще чуть-чуть. Также тонкой струйкой постоянно желтки мешаю, чтобы там ничего не сварилось. Еще чуть-чуть. И все, теперь уже добавляем оставшееся молоко. Тщательно вмешиваем. И всю вот эту вот получившуюся смесь возвращаем в ковш, кастрюлю. Все до последней капли. Все хорошо перемешиваем и снова ставим ковш, кастрюлю, сотейник на плиту, на средний огонь. Доводим, не переставая работать, помешивать венчиком, доводим до кипения, вот прям до такого первого булька. Убавляем огонь и ровно 2 минуты интенсивно, мешая все венчиком, не давая ничему приставать ни к дну, ни к стенкам, все это завариваем. Снимаем с огня. Добавляем кусочки охлажденного сливочного масла и быстро, также тщательно вмешиваем. Вот такой он получается гладкий, красивый, густой. Его необходимо полностью охладить. Я беру какую-нибудь небольшую форму, застилаю ее пищевой пленкой с запасом и выкладываю туда крем. Накрываю пленкой до контакта, до соприкосновения с кремом. Все, теперь дам остыть при комнатной температуре и отправлю в холодильник полностью охладиться и подзастыть. Когда заварной крем полностью охладится, подзастынет, можно приступать к приготовлению теста, ну и, собственно, самого пирога. Заранее я подготовил форму, смазав ее сливочным маслом, достаточно щедро смазав. Также предварительно я нарезал мелким кубиком охлажденное сливочное масло, пока буду держать его в холодильнике. Ну и также заранее приготовил бумагу для выпечки, вот так вот сложенную вдвое по толщине
сложенная вдвое, она получается чуть больше, чем диаметр формы для выпекания пирога. И также дополнительно я наметил диаметр формы. Берем большую чашу для смешивания, просеиваем туда муку сразу вместе с разрыхлителем. Добавляем немного соли для баланса вкуса и сахар. Я использую золотой кассонат, это такой средний вариант между белым и коричневым. Можете использовать либо белый, либо коричневый, либо взять микс, и тогда у вас тоже получится такой золотой. И с помощью венчика все это хорошенько перемешиваем. Добавляю к сухим ингредиентам кубики охлажденного сливочного масла. И начинаю пальчиками все это тщательно перетирать. Прям вот так вот, улучшая и развивая мелкую моторику, быстро пальчиками все перетираем. Можно использовать кухонный процессор и все это быстро сделать ножом, но я по старинке и по привычке делаю руками, мне нравится, в этом есть даже какой-то такой расслабляющий, успокаивающий, медитативный момент. Вот такая вот достаточно равномерная, рассыпчатая крошка у меня получилась. Добавляю туда яйцо, достав его прямо из холодильника и немного предварительно подвзбив вилкой. Немного лимонного сока, совсем немного, тоже охлажденного. И немного ванильного экстракта, который сделает тесто еще вкуснее и ароматнее. И быстро ручками замешиваем тесто. Все достаточно быстро превращается сначала в такие крупные комки. Буквально тыц-пыц и готово. Долго ничего месить здесь не нужно. Тесто быстро собирается вместе. И теперь необходимо разделить это тесто на две части. Плюс-минус одинаковые, одна чуть-чуть больше часть. Можно даже проверить весами. Берем ту часть, которая чуть больше. И вот так вот кусочками раскладываем по форме, равномерно тоже распределяя по всей площади. Распределили все кусочки и вот так вот пальчиками превращаем тесто в корж, который заполняет у нас все дно и немного наступает на бортики. Стараемся делать все быстро, чтобы не перегревать тесто. Вот этот вот бортик, делаем его толщиной где-то в сантиметр. Все. Пока форму вставим в холодильник. Далее мне необходима бумага для выпечки, которую я подготовил предварительно. Кладу в нее тесто, вторую часть. Вот так вот руками дополнительно разминаю в форме круга. И с помощью скалки аккуратно раскатываю под размер того самого намеченного круга. И пока этот раскатанный пласт тоже убираем в холодильник. И в этот момент уже можно разогревать духовку до 190 градусов. Возвращаемся к крему патиссьер. Он уже застыл, охладился. Теперь его нужно просто дополнительно разбить венчиком, чтобы снова это стал не пудинг, а нежный крем. Хорошенько разбиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Тогда начинка у пирога будет равномерной и очень нежной. Баскский пирог или гато баск готовится обычно с двумя традиционными начинками. Точнее, либо с одной, либо с другой. Используется либо вишневый джем, такой густой, вкусный джем, либо используется крем-патиссьер. У меня сегодня есть и заварной крем, и вишневый джем. Кроме того, мне кажется, что вот это вот сочетание получается максимально вкусным, поэтому я не буду себя отказывать ни в той, ни в другой начинке, совмещу. Крем готов. Для того, чтобы его удобно было выкладывать на тесто, я его переложу в кондитерский мешок. Так, а это снова мне. На дно выкладываем вишневый джем. И вот так вот тщательно по дну
распределяем. Джем лучше использовать густой, не варенье. Джем распределяем так, чтобы края, вот эти вот бортики, которые мы отступили, оставались нетронутыми. И сверху наносим заварной крем. Он ложится таким более толстым слоем. С помощью лопатки слегка разравниваем, чтобы верхний слой теста лег тоже максимально ровно. Смазываем бортики холодной водой. Там, где тесто. Тесто, я имею в виду. Смазываем холодной водой. Достаем из холодильника раскатанный между слоями бумаги пласт теста. Отделяем бумагу аккуратно. Тесто достаточно быстро застывает, поэтому тоже аккуратнее, чтобы пласт не сломался. Выкладываем пласт сверху, вот так вот его туда утапливая, чтобы верхнее тесто совместилось со смазанным водой краем нижнего теста. Чтобы пирог получился аккуратнее, вот так слегка можно подрезать тесто сверху. Взбиваем яйцо с небольшим количеством молока. Смазываем пирог сверху. Тщательно делаем его максимально красивым. Даем яйцу с молоком слегка впитаться и вот такими вот движениями процарапываем тесто сверху. Поворачиваем и еще разок. Можно ставить в духовку, уже разогретую до 190 градусов. Вот такой вот получился румяный красавчик. Пахнет просто невероятно. Ароматный румяный красавчик. Выпекался пирог мой 40 минут на среднем уровне духовки, разогретый, повторюсь, до температуры 190 градусов Цельсия, 375 Фаренгейта. Если вдруг высоковата температура для вашего пирога, стал он быстро подрумяниваться, слегка ее можно подубавить. Сразу есть пирог я не буду, ему нужно дать подостыть, но он еще и очень горячий. Кроме того, там должно все схватиться, ну и тогда уже можно будет наслаждаться. Единственное, сразу пройдусь вот так вот лопаточкой по краю, чтобы он не пристал. Подавать пирог можно и в форме, вот так вот, в которой выпекался. Ну, в моем случае такая красивая форма, которую можно нарядно и на стол поставить. А можно из формы извлечь аккуратно. Можно вообще выпекать в разъемной форме, тогда и извлекать будет очень просто. Но он, в принципе, отстает без каких-то особых проблем. Готов баск. Баскский пирог можно есть и в теплом виде, можно и в остывшем, и в охлажденном, можно разогреть, можно заморозить, что я и делаю порционно, а потом достаю и радую себя, когда захочется. В общем, здесь тоже возможны эксперименты. Главное наслаждаться. Пахнет очень уютно. Ваниль, немного вишни. И вызывает повышенное слюноотделение незамедлительное. Здесь все как мне нравится. Немного теста, много начинки, ну особенно если в виде моего любимого заварного крема, то вообще просто песня. Заныриваю. Это очень вкусно. Ну, собственно, что здесь может быть невкусно? Тесто с нотками ванили, такое хрустящее снаружи, рассыпчатое внутри. Заварной крем ванильный. Это вообще самое любимое. Вкусный вишневый джем, а все это вместе. Это прям идеальный пирог для того, чтобы скрасить зимние морозные деньки. Очень вкусно и невероятно нежно. И попробуйте обязательно разные начинки. Абрикосовая вроде как не совсем традиционная начинка для вот этого баскского пирога, но она прям
идеально сюда вписывается. Просто без заварного крема, с заварным кремом. В общем, экспериментируйте. Малиновое, клубничное, фантазируйте. Срочно всем надо. Не откладывая. Список всех ингредиентов, как всегда, ждет вас вот там, в описании под видео, там все количества ищите. Там же под видео я жду ваши лайки. И обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Все как всегда. Всем желаю отличного зимнего согревающего настроения. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока.